такая вот Volvo FH16 D16 двигатель, 600 лошадиных сил, мощь и красота в этом двигателе была, но случилась беда. У него прогорел один цилиндр. Прогорел из-за того, когда машина эта восстановленная, было ДТП, восстанавливали кабинку, и влага у нас попала в двигатель. Попала в двигатель, в шестой цилиндр. И там случилась беда. За год, почти год, все это восстанавливали, заржавело. Так, опрокинули мы кабину. Так вот это у нас уже выглядит двигатель. Форсунки сдернули. Они сейчас на Bosch сервисе на проверке. Собственно, там-то их и снимали. И мы увидели там задирчики. Некрасивая. Да, ржавчинка сделала свое дело. Сейчас снимем, посмотрим. Мы будем откручивать выпускной коллектор. Здесь уже начали обвязывать все. И также крышечку эту снимем. Открутим там болты. Снимем ось коромысловый распредвал. И поднимем голову вместе с выпускным коллектором. Пока разбираем дальше. Открутили все болтики сзади. У нас один болтик за этой шестерней, два болтика за этой шестерней. Поднимаем. Что ты делаешь? Оп, пошла. Опускай. Теперь зад. Этот болтик ты так вставил или кто-то? Кого? Это ты так болтик вставил? Какой? Вот этот. Да. Чтобы коллектор отошел просто. Поднимай вещи. О, клапан вот этот согнутый. Да. Приоткрытый или он согнутый? Согнутый клапан. Вот вся проблема. Да. Первый, что там тоже говорил. Второй немножко он потемнение какие-то неправильные. Ну, в любом случае, мы все будем смотреть, притирать клапана, менять маслосъемные, стаканы. И полностью ремонтировать. А что тут по цилиндрам? Ну, в целом, неплохие. Горшки, конечно, серьезные. Не шуточные. Вот это мы камерой увидели. Вот эти вот ржавчины. Вот эту. Видимо, пока стоял, сюда попала влага и случился при запуске гидроударчик. Тем самым погнуло клапан. Поэтому не было компрессии. Вот будем менять вот эту гильзу и ремонтировать головку. Остальные все в хорошем состоянии. Их мы трогать даже не будем. Итак, достали мы поршень. Вот так вот он выглядит. Здоровенный. Следов удара на нем никакого нету. Это говорит нам о том, что был у нас гидроударчик. Вот у нас все достали. Сейчас подготавливаем, чистим, достанем гильзу, поменяем и соберем. Вот так вот у нас согнуло клапан. Положительно был гидроударчик.
Вот все остальные нормальные. Сейчас он протираем. Чистим. Чистим пока. Потом будем... Чистим, подготавливаем, потом будем протирать. Вольвочку мы подсобрали. Уже успели закинуть сюда гильзу новую. Вот так вот она выглядит. И поршень старый с новыми кольцами поршневыми. Также установили поддон. Затянули, соответственно, шатун заданным моментом. И установили поддон. Готовим головку блока цилиндров. Здесь мы меняем стаканчики. Извлекли старые, установили новые. Сейчас мы развальцуем. Заменим выпускные купоны. И притрем впускные. Вот эти впускные мы оставляем. Вот эти впускные клапана мы оставляем. Два меняем шестого цилиндра. И выпускные новые будут. И маслосъемные, соответственно, тоже поменяем. Фидер сейчас помоем. И будем устанавливать. Извлекли гильзу цилиндра со своего места. Из блока. Вот. Так вот она у нас выглядит. Вот такая здоровенная. Для сравнения, вот гильза D20 двигателя. С 20 поршневой внутренний. Самый распространенный у нас автомобиль. И она без всякого труда залазит в эту гильзу. Для сравнения, какой у нас диаметр гильзы. Вот так вот. D20 для нас стандартный. Это уже как малыш по сравнению вот с этим вот гильзою. И вот у нас тут подтеки. Они в принципе небольшие, но могут навредить в дальнейшем при работе. Потеки в основном. Может, даже и работал бы, но мы и клиент, соответственно, не хотим рисковать. Заменили и все. У нас все установлено. Устанавливаем головку блока цилиндров на свое место. Вот у нас получается 140-я гильзопоршневая группа. 140. На 20 идет 120. Здесь мы также все подготовили, установили новую прокладочку, подмазали герметик где положено. И устанавливаем головку блока цилиндра на свое место. Здесь у нас клапана все заменены выпускные. И здесь опускаем. Все, на месте. Села? Все, вот так вот головку закинули, да, села. Сейчас мы прижимаем здесь с помощью болтов шестерни. И потом затягиваем головку блока цилиндров болтами ГБЦ. А сначала вот сюда вот два болта всунем и притянем ее к плите. Устанавливаем распредвал. ТДЦ ты что, не выставил? Что? ТДЦ сразу бы выставил. Я поверну его. Ага. Где? Еще. Крути. Еще крути. Вот так. Угу.
установили распредвал. Меточка должна быть посередине. ВМТ на маховике установлено. Так, у нас вот распредвал установлен. Поставили крышки бугеля распредвала. Здесь у нас ТДЦ между этих двух полосочек. Там дырочка. И здесь проверочное отверстие на шестерне. Вот эти две меточки. И вот отверстие вот это вот. Вот это. Опа. Вот так вот. Вот это вот проверочное должно быть на одном уровне. Вот таким вот образом. Все, ставим демпфер. И затягиваем болты заданным моментом. Также болты распредвала и установленная ось коромысел также затягиваются заданным моментом. Ага. Приопускай. Чуть-чуть приопусти еще. Угу. Угу. Смотри, все хорошо. Вот это. Чуть-чуть. Не-не, идет, да? Пройдет. Ай, последняя. Все, ось на своем месте. Скручиваем теперь установочную ламку и затягиваем эти болты и те болты одновременно заданным моментом. Так, друзья, коромысл у нас уже установлен. Все затянуто заданным моментом. Сейчас у нас приступили к регулировке клапанов. Выставляем мы меточку на распредвалу. Сейчас она у нас сама подведется. Самоподводящая метка. Крутится двигатель сам. И подводится на нужную меточку. Мы только должны за этим следить и вовремя сказать: двигатель стоп. Вот. У нас сейчас 3Е2 метка. То есть регулируем мы на третьем впуск и форсунку, на втором выпуск ВЭП. 0,3, 240 градусов, 0,6 и 350. Погнали. Далее переходим на второй. Регулируем сначала мостик, перемычку. Накручиваем. Сюда я вставляю 350 меточку. Теперь мы устанавливаем клапанную крышечку. Устанавливаем сначала вот эти перемычки сюда на места свои. Регулируются без них. Вот. Теперь их устанавливаем клапанную крышку и будем производить запуск. Запуск данного двигателя. Антифриз залили, масло залили. Все готово к первому запуску. Крышечку поставили, крышку поставили, все затянули.